Так, народ, всем привет! Очередное видео на моем канале. Сегодняшнее видео будет опять про знакомство с блоком управления EKU Master, а точнее сказать, сегодня мы бегло пройдемся по софту EKU Master. Базар надо вывозить, как говорится. Обещал видео снимать, значит буду снимать, поэтому сегодня будет очередной такой лайтовый, ознакомительный выпуск. И да, обязательно досмотрите этот ролик до конца, я приготовил для вас небольшой подарок, который вы найдете в конце. Прежде всего, что хочу я вам порекомендовать. Если вам также интересна эта тема, как и мне, то предлагаю сделать следующее. Скачать софт, ну в данном случае, наверное, будет более правильный, скачать софт EKU Master Black, установить его на свой компьютер. Это сделать можно абсолютно бесплатно, абсолютно свободно. Где найти софт и как его скачать, я рассказывал в прошлом видео. Поэтому, если вы не смотрели прошлое видео, всегда, пожалуйста, ссылка будет внизу, либо где-нибудь вот тут. Сразу скажу, что системные требования для любого софта очень гуманные. Даже если у вас не совсем новый компьютер, то вы вполне можете с этим работать и жить. Поэтому смело софт скачивайте, устанавливайте и знакомьтесь с ним. Открываете софт, кликаете везде, изучаете. Это абсолютно ненаказуемо, абсолютно бесплатно, поэтому почему бы этим не воспользоваться. Поэтому просто запускаем наш софт, причем для ознакомления нам даже не нужен самый актуальный софт. То есть, в принципе, пойдет даже старая версия софта. Он вполне способен работать, скажем так, автономно, без подключения к блоку управления. Вся программа, которая потом заливается в наш блок управления, изначально пишется, скажем так, автономно, без подключения к блоку управления. Основные карты готовятся, параметры вбиваются, соответствующие, скажем так, графы, а потом уже заливается непосредственно в блок управления, после того, как к нему подключились. Поэтому вы можете сделать то же самое, установить софт и, скажем так, создать свой проект. То есть для этого вам, в принципе, ничего не надо, просто компьютер и софт. Итак, вот мы открыли наш софт, идем ознакомливаться. Файл, из которого мы можем открыть уже какой-то один из готовых проектов. Вот, допустим, у меня есть на мою BMW E36 с мотором 1JZ GTE. Плюс я еще нашел где-то конфигурацию с двигателем на 1UZ. Вот давайте сейчас откроем ее, наверное. Здесь это в моем случае выпало окно предупреждения. Дело в том, что тот проект, который я изначально использовал под двигатель 1UZ, он был создан на софте версии 2.0.66. Сейчас установлена на моем компьютере версия 2.13, по-моему, версия, если я не ошибаюсь. И вот об этом и пишется предупреждение, что некоторые функции в старом софте были, в новой версии удалили за ненадобностью. Некоторые нестыковки, которые есть между софтами, вот об этом сейчас окно предупреждения и сообщает. То есть, в принципе, для ознакомления нам это сейчас никакой роли не играет. Просто нажимаем ОК. И идем дальше. С файлом разобрались. Open Project, Save Project, Import, EMU Project. Вот эта функция, скажем, Save Project, это когда мы делаем конфигурацию на заготовку, скажем так, на наш двигатель, программное обеспечение, да. Потом мы этот проект можем сохранить, допустим, там версия 1.0, там версия 2.0 и тому подобное. Дальше Import Project, это у нас функция, когда у нас уже есть готовый проект, и нам нужно его импортировать в наш блок управления. Но для этого наш ноутбук с софтом, с программным обеспечением должен быть подключен к нашему блоку управления, и блок управления должен находиться в рабочем состоянии, то есть на него должно приходить питание. Функция проверить параметры проекта, то есть текущая версия с новой версией и тому подобное. Развернуть на полный экран и тому подобное. И Restore to Defaults, это английское слово, означает, что заводские настройки по умолчанию, скажем так, то, что приходит с завода. То есть, если мы ее нажимаем, то все настройки, скажем так, по экрану, по рабочей зоне, скажем так, сводятся к заводским. Вот примерно как вот сейчас у меня находится. В принципе, здесь это все близко к заводским. Но мы это нажимать не будем, как бы нам это не надо. Дальше Edit, на этом особо не стоит заморачиваться. Desktop — это рабочая зона, то есть это вот именно вот этот вот наш экран. То есть здесь его можно конфигурировать так, как нужно нам.
то есть вывести сюда окна те, которые именно с которыми мы предпочитаем начать работу, а ненужные нам или второстепенные можно удалить. Можно создавать несколько версий рабочих столов, переключаться между рабочими столами. И вот они, рабочие столы у нас: Locks, Cranking, Triggers, Ignition, Fuel. Сильно не будем ни на чем заострять свое внимание, так как это требует очень много времени. Сказать по правде, я наверное, сам пока на данный момент изучил, если 10% функционала я изучил, то это очень хорошо. На самом деле, я думаю, что я около 5% более-менее как-то изучил или ознакомился. Я еще не могу сказать, что прям я в этом специалист. Точно могу ошибаться. И если вы знаете, что я где-то ошибся, не стесняйтесь поправлять меня. Давайте, как говорится, будем помогать друг другу. Потом вкладка Tools. Здесь можно конфигурировать горячие кнопки. Вот еще есть, кстати, функция DBW Calibration Tool. DBW это, грубо говоря, это инструмент калибровки электронного дросселя. Чтобы электронный дроссель подружился с нашим блоком управления, нужно сделать прежде всего калибровку. Грубо говоря, это как подружить электронный дроссель с блоком управления. То есть дословно, по-простому, по-колхозному это звучит вот так. Дальше у нас вкладка Windows, это у нас как раз настройка окон нашего рабочего стола и тому подобное. И вкладка Help. Help это, скажем так, основная вкладка по всему софту. То есть, в принципе, если мы вот сюда зайдем, нажали, вот у нас все меню Help. И вот здесь вот можно, конечно, идти искать необходимые, интересующие нас вопросы. Можно сделать это, конечно, и по-другому, об этом немного погодя. То есть Configuration, Help и About — это версия софта. Вот у нас, кстати, версия софта у нас 2.113. С основным меню разобрались. Теперь дальше идем по, я не знаю, как это даже назвать, основное, наверное, дерево. Нужно бы, конечно, об этом поговорить поподробнее, но это займет очень много времени. Мы просто, опять-таки, галопом по Европам пробежимся по вот этим вот всем вот этим окнам. Так, первый у нас на очереди идет Sensor Setup. То есть это настройка сенсоров. Для чего вообще нам, в принципе, нужна настройка сенсоров? Дело в том, что наш блок управления с завода приходит голый. То есть он как бы готов работать, все, но у него не заданы ни алгоритмы, ни параметры двигателя. То есть он абсолютно не знает ничего. То есть все это ему нужно прописать. В том числе он и не знает, какие и сколько сенсоров вы будете использовать в конфигурации вашего двигателя. Sensor Setup функция, она для того и нужна, чтобы прописать, откалибровать именно все наши сенсоры, они же датчики, чтобы наш блок управления с ними мог работать. Тут можно условно разделить все сенсоры на две категории: обязательные и все остальные. Минимальный набор сенсоров, без которых ваш двигатель не будет работать. К ним относится первое: Intake Air Temperature, температура впускного воздуха, и температура охлаждающей жидкости двигателя. Два самых важных датчика температуры в нашем двигателе. Все остальные сенсоры уже по вашему усмотрению. То есть исходя из вашего бюджета, исходя из ваших хотелок, исходя из задач. Но вот эти два сенсора, они как бы обязательны. Эти два сенсора, в дальнейшем мы об этом поговорим, даже подключаются несколько по-другому, не так, как все остальные сенсоры. Открываем эту вкладку, они объединены в одну группу, так как это два наиболее важных сенсора. Sensor Wizard открываем, по датчику температуры впускного воздуха открываем его, вносим основные его параметры. То есть любой датчик температуры имеет свои заводские параметры. Благо, самые основные и самые распространенные датчики температуры, здесь уже прописаны, и их конфигурации, скажем так, уже есть. Допустим, вот Bosch MTC M12L и вот его заводской номер, вот как для примера. Для чего это делается? Прежде всего, датчик температуры, вот этот вот Bosch M12L, он работает в таком-то диапазоне. Допустим, при температуре среды, которую он измеряет, равной минус 40 градусов, сопротивление его равно вот этому значению. 45113 Ом. Скажем так, отправная точка, от которой он работает. Здесь, как вы видите, их три точки. У нас нулевая точка, первая и вторая точка. Следующая точка у нас идет 0 градусов. При нуле сопротивление нашего датчика равно вот такому значению 5896 Ом. При 100 градусах
значение сопротивления датчика у нас равно 187 Ом. Таким образом, скажем так, мы объясняем нашему блоку управления, как видеть температуру. Остальные, скажем так, точки, допустим, там 10 градусов, минус 10, 20 градусов, 50 и так тому подобное, наш блок управления уже выводит уже среднеарифметически, исходя из вот этих вот точек. 3 точек достаточно. Обычно для многих датчиков используются 2 точки для ориентира. Но так как у датчика температуры, как правило, вот эта зависимость сопротивления от температуры, она нелинейная, график вот не идет у нас вот так вот прямо, а как-то вот так вот. Поэтому нужно 3 точки. В идеале можно было бы прописать вообще все точки, самые важные. Но это будет слишком сложно, обременительно, да и таких значений вы в принципе нигде не найдете. Вы только можете вот эти все значения экспериментальным путем измерить для данного конкретного датчика. Все вот эти значения — это средние значения, на которые ориентируется производитель, когда производит этот датчик. Главный показатель его точности — это чтобы вот в этих точках сопротивление было такое. Все вот эти значения, калибровочные, скажем так, значения, идут на самом деле с самим датчиком температуры вместе с инструкцией. Допустим, предположим, что вот эта вот коробочка, наш датчик температуры, здесь сам датчик и инструкция. Так вот, там в этой инструкции есть вот все вот эти основные величины. Дальше pull-up резистор. Это очень важный параметр, который нужно тоже иметь в виду, но в принципе его трогать на данном этапе не надо. То есть его просто оставляем. С датчиком температуры впускного воздуха закончим. Зайдем в датчик температуры охлаждающей жидкости. Здесь, в общем-то, все то же самое. По тому же самому принципу. В общем, сконфигурировали очередной датчик, нажали ОК, все сохранилось. А дальше идут у нас калибровки. Вот тут что мы видим? Датчик температуры впускного воздуха. Вот наш график поведения нашего датчика температуры. Какой будет сигнал, при какой температуре будет приходить на наш блок управления. Ну, какой-то график, да, что он означает, что, почему и как. Открываем вкладку Help и видим, что данный график нам показывает зависимость напряжения в зависимости от температуры. То есть какой температуре у нас соответствует какое напряжение. То есть, в принципе, пишется, даже здесь у нас описывается, что Automatic Calibration Generation can be used. Предположим, что мы выбрали какой-то нестандартный датчик, которого нету у нас в нашем, скажем так, списке предустановленных датчиков. Но все равно нам нужно как-то прописать, обозначить его проведение. То есть вот при помощи вот этого графика мы берем, открываем инструкцию нашего датчика, там вот прописываются вот эти вот точки, ключевые точки. И исходя из этих ключевых точек, которые опять-таки отличаются от стандартного датчика, мы можем вот этот график поведения немножечко изменить. То есть, допустим, 43 градусов у нас будет соответствовать не как здесь 1,67 вольта, а 1,70. Оп, как видите, у нас здесь 20 точек. Чем аккуратнее и точнее мы вот эти все значения пропишем, тем правильнее температуру будет видеть наш блок управления. Не датчик. Датчик на самом деле не видит температуру, он просто меняет свое сопротивление. Исходя из этого, напряжение, которое получает наш блок управления, меняется. А блок управления на основании вот этого напряжения и по вот этому графику понимает, какая же температура у нас присутствует. И желательно, конечно, прописать все это дело. Не то, что желательно, это прям нужно прописать точно, максимально точно. С датчиком температуры охлаждающей жидкости все абсолютно точно так же. Останавливаться на этом не будем, идем дальше. К следующим обязательным датчикам относится у нас, естественно, датчик положения дроссельной заслонки или по-другому TPS сенсор. То есть вот эта вот аббревиатура, это означает Throttle Position Sensor. Throttle — это у нас дроссель наш. Очень важный датчик, без которого работать блок управления в теории может, но не стоит этим заниматься. Опять-таки, открываем вкладку Help, и здесь у нас есть описание. Только на английском языке, на русском языке такого вы не найдете. Основные положения, которым нужно следовать, правильное подключение, ну и тому подобное, и описание основных функций. Давайте просто пробежимся быстренько. TPS Min Voltage — это, грубо говоря, минимальное значение напряжения, которое должно приходить с нашего датчика положения дроссельной заслонки. Рабочий диапазон напряжения наших датчиков от 0 до 5. Но с любого датчика
температуры, положения и любого другого датчика не может приходить значение 0 вольт. Это считается уже обрыв цепи, и не может приходить 5 вольт. В данном случае вот здесь указано, что рабочий диапазон нашего датчика это от 0,2 вольта до 4,7 вольта. То есть, если напряжение будет меньше 0,2 вольта, это положение будет считаться как ложное. Или еще по-другому, по-английски это говорится false. И также, если оно будет выше 4,71 вольта, то это тоже будет считаться ложным положением, и блок управления в работе не будет учитывать положение дроссельной заслонки. Будет учитывать какие-то другие параметры, кроме вот этого. Дальше такая функция, как update интервал. Это время чувствительности, считывание параметров положения дроссельной заслонки. То есть, когда у нас дроссельная заслонка начинает движение, и у нас напряжение меняется соответственно, допустим, у нас с положения в 5%, положение изменилось допустим, еще на 5%, и дроссель скрылся на 10%. Но 25 миллисекунд, как вот в данном случае, наш блок управления ждет и ориентируется еще на предыдущее значение. По истечении вот этого времени, которое можно спокойно регулировать, задавать такое, какое нам нужно, по 0,5 миллисекунды можно добавлять. Нельзя, чтобы как только у нас положение поменялось, чтобы сразу же блок управления опирался на него. Потому что, какой бы ни был у нас точный датчик положения дроссельной заслонки, вот это положение, в котором у нас дроссельная заслонка находится, нет-нет, плавает. Но это все зависит от износа датчика положения и тому подобное. То есть, грубо говоря, наше напряжение, которое приходит, оно постоянно вот как-то вот скачет. На милливольты, конечно, но скачет. И если блок управления будет постоянно на эти скачки реагировать, то он будет просто свой процессор перегружать и тормозить общую работу нашего блока управления. Помимо этого параметра еще нужно следить за многими другими параметрами. Поэтому вот эту чувствительность ее отстраивать нужно тоже правильно. Также обязательный датчик кислорода. Данный блок управления имеет встроенный контроллер, который позволяет подключать напрямую широкополосный лямбда-зонд. Есть скачковый датчик, богатая бедная смесь. Это самое простое подключение. На большинство машин такое используется как более дешевый вариант. Также есть возможность подключить внешний контроллер. Если мы, допустим, возьмем какой-нибудь АЕМовский лямбда-зонд со своим контроллером внешним, и тогда достаточно будет просто сигнал с этого контроллера завести на наш блок управления, и он будет ориентироваться на него. То есть это, в принципе, тоже рабочая схема. В каких-то случаях это даже, наверное, и лучше. То есть здесь мы конфигурируем узкополосный, широкополосный, 4.2, 4.9, либо внешний контроллер и тому подобное. Можно использовать даже два лямбда-зонда, если есть в этом необходимость. Хотя, в принципе, можно обойтись и без него, но он очень сильно влияет не только на расход. Большинство людей думают, что датчик кислорода влияет именно на расход. На самом деле он сильно влияет на работу двигателя, эффективность работы. Поэтому конфигурацию без датчика кислорода я бы не рекомендовал. В принципе, в данном случае здесь даже нет возможности обойтись без него. Кстати, да, также есть вкладка Help. Здесь есть схема подключения, каким выводом. И все достаточно удобно. Как-то вот все это примерно так делается. Как видите, галопом по Европам начали говорить про подключение датчиков, подключение и калибровку и тому подобное. Как много времени это заняло. В последующих видео я продолжу рассказывать про функции, параметры, которые нужно будет программировать и тому подобное. Будем уже подробно на них останавливаться. На сегодня загружать уже вас нет смысла. Нам пора эту серию заканчивать. Обязательно попробуйте поклацать по моим, скажем так, стопам, пройтись по софту вот именно так, как я показывал, и у вас в голове что-то отложится, и, возможно, у вас появятся какие-то дополнительные вопросы, которые вы можете потом мне адресовать. А теперь непосредственно, скажем так, небольшой подарок, про который я обещал. Как я и говорил ранее, в прошлой серии я рассказывал про то, где скачать актуальную версию софта и тому подобное. Помимо софта там есть еще, скажем так, небольшой тренинг-мануал, инструкция по тому, как пользоваться, в принципе, софтом и подобным оборудованием, которые компания EcoMaster сделали для клиентов, то есть фактически для нас с вами и для просто любознательных. Инструкция это очень такая простая, там созданы
собраны основные параметры. Она не расскажет вам всего. В качестве шпаргалки она под рукой ее неплохо иметь. Инструкция эта на английском языке и выполнена в виде презентации. И я подумал, что для тех, кто не знает английский язык, неплохо было бы, наверное, эту инструкцию перевести. И я решил сделать это, скажем так, для вас. Я перевел, скажем так, первую часть, вступительную часть этой инструкции, и ссылку на данный файл я приложу либо в описании к этому видео, либо в прикрепленном файле, чтобы вы смогли ее скачать. Я продолжу ее переводить полностью, и в последующих видео как раз про софт я буду выкладывать эту инструкцию частями, потому что все равно это требует времени, хорошего понемножку, знаете ли. Пользуйтесь на здоровье, это от меня. Надеюсь, это вам поможет, но лишним это точно не будет. А на этом у меня все. Всем пока. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, писать свои комментарии и задавать мне вопросы.